Распаковываем 9-й аркан Отшельник. Немного я уже говорила об этой энергии, она довольно-таки противоречивая и трудная к освоению. Противоречие ее в том, что на низких уровнях вибрации она дает один эффект, а на высоких другой. Поэтому я не удивлюсь, если сегодняшний ченнелинг будет, ну так, на контраст так достаточно. Наша задача распаковать коды 9-го аркана и с точки зрения кармических задолженностей, и задач, и в том числе высоких вибраций 5-й мерности. Это новые коды, о которых я говорю только через ченнелинг они идут. Об этом невозможно прочитать где-то, и поэтому сегодня наша задача на высоких вибрациях будет потом считать коды 5-й мерности. Но начинаем мы с нижней октавы. Это базовая энергия 9-го аркана. Отшельник. Отшельник, старец. Базовая энергия. Так. Вот уже, собственно говоря, и есть тот самый свет истины. Да, духовные знания, которые, вот недаром он с фонарем, да, вот изображен этот отшельник. И поперт это как раз какие-то тайны, да, скрытая информация, глубинная, сакральные знания. По Солнцу вообще идет ментальность такая развитая, аналитика. И устремленность к познанию истины. Вот у меня здесь сейчас Солнце проигрывается как нечто, источник знаний, источник истины, каких-то знаний. Так. Или поиск источников в себе мне почему-то идет еще здесь. Да, и здесь можно сказать, познаешь себя, познаешь истину. Малое в великом, великое в малом. Так, базовая энергетика 9-го аркана Отшельник. Но да, поперт это погруженность. Вот интересно, что по Солнцу, да, пойдет сначала такая дающая энергия, но поперт все-таки видно, что это такая энергия все-таки больше все-таки вовне. Опять Кана, огонь. И опять перт. Такая вот свеча, горящая внутри. Это внутренний свет. Явно такой интроверт, погруженный в размышления. Высокая концентрация на источнике. И вот действительно здесь какое-то такое прямо вот умение концентрироваться долго. Хорошая какая-то выносливость даже здесь вот есть. Какая-то, это такая особая способность поддерживать контакт с этим источником, раскрывая его все больше и больше. Причем здесь я ощущаю какую-то, ну, то, что здесь сила огромная. Это да. Вот я всегда чувствовала в 9-ке большую духовную силу. И даже мужество, я бы сказала. Я чувствую, что здесь действительно, ведь смотри, как интересно, двоякая энергия, мужское и женское, да?
Внутри Да. очень много энергии, на поверхности спокойствие и достаточно такая вот умиротворенность большая. Давай посмотрим, что еще нам фонит, чем. Да, еще, конечно, очень мощная связь с Землей, с сознанием как планеты, так и Солнца. Вот как Солнце как представителя учителя, да, так и планеты Земля. Обширная достаточно здесь умение контактировать, да, вот смотри, настроиться и взять информацию. И Да, да. из высших миров, да, и в том числе работа с потоками родовых, может быть, каких-то, да, структур. Мгм. Отшельник. Как это прямо, смотри, трансформация и вся внутри. Вообще Да. вот интересно, смотри, вот глядя на этого отшельника, ты никогда не поверишь, что там столько страсти, столько какого-то, Огня. да, вот огня именно и жажды знаний, жажды истин. Ну, какая-то здесь есть вот такая вот полная отрешенность от материального, конечно. Большая концентрация на духовном. Мгм. Отшельник. Перевёл. Ну, ты, правда, пошел, но мы всегда идем сначала, видишь, по традиции мы вскрываем отшельника сначала в минусе, да? Да, карму. Сейчас, наверное, пойдет что-то интересное. Конфликт. А, конфликт у нас, смотри, какой интересный. Конфликт у нас сугубо мирской. Здесь нет человек не воспринимает социум действительно на самом деле. Он для него какой-то слишком, Агрессивный? ну, какой-то вообще, вот знаешь, вот он смотрит на социум как будто бы из-за какой-то перегородки стеклянной. Суета, да, такая? Суета. И вот их радости, вот эти простые радости, для него как-то чужды. Он никак не может понять, что, по какому поводу, собственно, праздник. Да? Здесь Мгм. прямо какое-то ощущение пир во время чумы. Он смотрит как на дикарей, на людей. Да, нет контакта эмоционального, очень сложно выстраивать взаимодействие. Обрати внимание, что все здесь и жезлы, и мечи, и кубки, да, Мгм. все как-то сложно, называется, все сложно, а проблема вся в установках. Самая большая проблема, конечно, в области ментала. Мгм. То есть, если под таким углом смотреть на людей, то, конечно, влиться в социум очень сложно. Да, пока идут такие энергии отщепенца. А сколько огня? Да, Вот, внутри. да, внутри. Смотри, пятерка жезлов, но тут явный конфликт. Мгм. Конфликт, видишь, на уровне пятого аркана Иерофант. Догмы какие-то, вот я же говорю, ментальные установки. Мгм. Тройка жезлов. Полное непонимание, что с этим делать. Вообще у него идет какая-то еще история про
Я думаю, что и семейные традиции, в том числе, для него очень странную вещь какую-то. Вот я думаю, что не только социум, но и даже своя собственная семья – это непонятно зачем, это что. Особенно, ну, если брать историю родителей, пока вот это все идет. Да, в принципе, и противоположный пол, если посмотреть таким образом. Мгм. Да и противоположный пол не исключено, что тоже воспринимается как-то. Штыки. Тут даже нет, вот знаешь, тут какое-то у меня ощущение, это внутренний конфликт на уровне убеждений. Вот Мгм. как, например, мужчины порой презрительно говорят о женщинах. При этом они могут быть и женаты, да, Да-да-да-да-да, у понимаю. них есть такой вот конфликт, тем не менее. Я Мгм. думаю, что утомляет противоположный пол, утомляют близкие люди, утомляет даже вот просто большое количество разговоров, пусто. Мгм. Как-то для него это пусто. Любое взаимодействие отнимает очень много сил. У меня вот такое впечатление, что он всегда долго готовится к тому, чтобы с кем-то повзаимодействовать, кому-то позвонить, с кем-то договориться. Все-таки так или иначе приходится. Вот какие-то давать обещания – это для него прямо очень большая нагрузка, большой стресс. Мгм. И еще есть такая какая-то… Есть желание вообще оспаривать любые истины. У него же есть история, он ищет истину, да? Да. И он подвергает сомнению любую догму, любую установку. Вот, казалось бы, другим людям это очевидно. Мгм. Это не нуждается в доказательствах. Это так. Но он позволяет себе сомневаться и в этом. Естественно, что в обществе это всегда вызывает определенный резонанс. Он может выглядеть несговорчивым. Это даже не спор ради спора. Он просто пытается глубоко разобраться, Мгм. но как-то вот рассудочно очень. Очень как-то рассудочно. Так, смотрим дальше, в каком он сценарии живет. А вообще по энергетике настолько закрытая сейчас идет энергия, что даже информация идет довольно слабенько. Вот я другие арканы, например, сразу включаюсь и сразу чувствую. Здесь по девятому аркану даже как-то и настрой на него идет такой, знаешь, смазанный. В минусе отшельник, да, закрытый. Да-да, даже информация закрывается. Мгм. Сценарий. Ну вот дар быть партнером. Ну это для него действительно дар. То есть это высота, к которой надо еще прийти, скажем так. Точка роста. Да, точка роста. Дар слияния. Как-то чувствовать другого человека, прочувствовать, вообще с ним взаимодействовать по какому-либо поводу. Это сложно. Дар исцеления. Дар исцеления. А вот тут интересно идет информация. Зато он может сразу видеть проблему. Мгм. Кстати, его советы бывают полезны, но воспринимаются с большим трудом окружением. Мгм. Дар принятия. Ну да, стресс, взаимодействие с другим. Я думаю, что очень болезненны любые взаимоотношения с противоположным полом, просто с другими людьми. Любые партнерские отношения – это прямо боль-боль. Ну, давай посмотрим, как появляется такой девятый аркан, да, в карме, в Да. результате каких
событий, по каким причинам душа в матрице получает такой аркан. Дело в том, что будучи в девятке, ну, конечно, что там говорить? Не проявиться в социуме, не выстроить взаимоотношения с противоположным полом, да вообще с кем-либо. Во-первых, здесь есть просто избегание этих взаимоотношений. Они, честно говоря, утомляют. Так. Вот здесь идет информация, что обычно люди выбирают свой индивидуальный путь развития приоритетным изначально. Довольно-таки быстро эволюционируют, развиваются, причем тут умение работать с информацией, постановка целей и задач. Много берут на себя, сами способны решать эти задачи и постепенно уходят в крайность по поводу того, что мне никто не нужен, лучше меня никто это не сделает, я могу сам это все и выучить, и сделать вот как будто бы от начала до конца. Такую гордыню, да, некую? Ну, реально человек одаренный вообще-то. У него большая харизма, внутри очень много энергии, огня. Это говорит о том, что человек на самом деле способен на серьезные поступки. Ему, по большому счету, в помощь никто не нужен. Он никак не может понять, зачем ему кто-то, если он все может сделать сам. Ну, разве что, видишь, чтобы родить ребенка, нужен противоположный пол. Я думаю, что здесь самая сложная ситуация, когда взаимодействие с противоположным полом. Ну, смотри, Вирт и Солнце, а полная какая-то... Я сочетаю в себе источник, да, вот знаний, силы, воли. Ну, тут полная самодостаточность. Все есть во мне. Да, он действительно ведь он нашел в себе этот свет истины. Только как-то забыл. Здесь какая-то интересная идеология, ты понимаешь? Он выстроил вертикаль, как я понимаю. Здесь очень хорошо простраивается вертикаль. То есть я и Творец. Но вот как-то взаимодействие с миром, вот эта горизонталь, она вообще не нужна. Даже вплоть до того, что я не понимаю, что я делаю здесь, такой идеальный. Над чем работать, собственно? Вообще интересно, если мы исключаем окружение, у нас складывается ощущение, что мы совершенны. То есть, Зеркало пропадает. конечно, мы убираем стресс, убираем конфликт. Мы можем жить так, как мы хотим. В принципе, духовно развиваться, да. И наша жизнь, в принципе, нам нравится. Это такой вот интересный, ты понимаешь, казалось бы, в этом на первый взгляд нет ничего плохого. Более того, на каком-то этапе душе, скорее всего, нужен такой опыт. Умение, да, справляться самостоятельно с какими-то вещами, умение держаться как-то, ну и как бы свое мнение формировать, и держаться особняком. Здесь перекос в опыте. Здесь накоплен опыт одиночества. Тут есть знание пути какого-то своего эволюционного. И действительно, он только не понимает, но я же могу его пройти сам. У него нет в сознании, что я это сам не пройду, мне нужны люди реально. У него есть ощущение, что весь этот путь эволюционный я могу пройти и сам.
Да, здесь повторяется ради гармонии и баланса, отказ от материального, от какого-то, я бы сказала, карьерного роста, зарабатывания денег. Мгм. Вещи надо обслуживать. И здесь вот есть такая идея, все тленно. Зачем вкладываться в то, что тленно, в то, что бренно? Кстати, здесь могут забрасывать люди и свое тело. Мгм. Да, кстати. Презрение к материальному. Уход в духовное, перекос. Мгм. Некоторые могут забрасывать тело, но не все. Но, безусловно, идет путь аскезы. Достаточно аскетичный образ жизни. Еще знаешь, какая информация? Может быть такое вот желание всего натурального, экологически чистого, уход из урбанистического социума, вот эти все идеи отдельных каких-то локаций, поселений где-то на отшибе. Мгм. Мгм. Создать свой мир такой, знаешь, вот идеальный хочется. Микромир, да, идеальный. Да-да, микромир. Если уж он все-таки там и семейный, и все, вот он все-таки пытается создать микромир. В отдельно взятой какой-то ячейке построить рай. Мгм. Тут, кстати, да, в том числе, ведь он тогда творец, в каком-то смысле опять у него, да, есть вот это ощущение, я знаю как, да, Мгм. и причем мне никто не нужен. Да, здесь интересно. Девятый аркан от шеи. Интересно, вот смотри, здесь пентакль, здесь он ищет этот пентакль, да, вот Да. находит эту истину, но обязательно через какие-то, видишь, сложные, ему нужно вырывать себя буквально из каких-то рамок. Вообще смелость тут нужна. Здесь фонит очень большой смелостью, нестандартностью мышления, нетрадиционностью. Но иногда это просто совершенно социумом вообще не воспринимается. И никак это, то есть императрица. Ценности семьи я здесь не чувствую. Мгм. Восьмерка чаш. Десятка пентаклей. Но здесь нет, здесь коды необходимого и достаточного. И постоянно поиск. Вот человек все время в духовном поиске. У него нет состояния угомонился, успокоился, обрел, наконец, вот построил свой мир. Нет, он в эволюции, в трансформации бесконечной. Такая, знаешь, беспокойная натура, с ним вообще реально тяжело. Мгм. Понимаешь, у него, видишь, какая оболочка спокойная. Ему необходимо пространство для созерцания, а внутри его разрывают очень мощные энергии. Мгм. Такие, знаешь, вот непримиримая какая-то история, как вот мне показывают, бывает, когда вот изготавливают торт, его даже пекут, а внутри он холодный, с мороженым, да? Вот Мгм. здесь бывает наоборот, мороженое холодное, оно горит как бы пламенем, да, его обливают, чтобы оно горело. Вот здесь вот ощущение вот этих двух состояний, прям Конфликт между внутренним и внешним, да, как он да, себя да, демонстрирует? я вот больше всего это назвала, знаешь, конфликт душа и разум. Мгм. Разум холодный, а душа метущаяся.
Но дело в том, что разум настолько холодный, что он не позволяет метущейся душе проявиться. Мгм. Понятно. Он даже вот презирает, я смотрю, тех людей, которые вот такие особо радостные такие, знаешь, такие. Они для него как-то слишком примитивные и простые. Тут, кстати, Да-да-да. 15-й аркан дьявол мелькает. Да. Посмотрим, к чему это все. Но покой он не может найти внутри себя, я смотрю. Он не может найти покой, и он горит, скорее всего, какой-то идеей. Вот в лучшем случае этот человек реально очень умен, интеллектуал. Может быть, он работает над какой-нибудь проблемой, да, в науке. Мгм. Мгм. Ну, замечательно. Будет хотя бы толк в науке, да, от него. Но вот если он недостаточно интеллектуально развит, вот тут прямо беда. Совсем беда. Энергия-то не выходит никуда. Да, энергия не выходит, применения он себе не находит. Чтобы быть, понимаешь, просто среди людей хорошим, приятным, он это не умеет. Ну, тогда бы он мог бы развиваться в социуме. В социуме любят милых людей, да? Мгм. Он не милый, нет. Ну, тогда ему нужно быть очень умным. Раз уж ты не такой, как все, ну тогда иди своим путем, делай что-то такое экстраординарное, нетрадиционное. Для великих людей ведь другие критерии. Да. Если ты великий человек, ну, слава богу, 9-й отшельник поможет тебе реализоваться. Но вот если ты середнячок, то ты, скорее всего, просто не реализуешься никак. 12-й аркан. Вот я и говорю, если Да-да-да. он действительно мощный ментально, да, вот ему Мгм. приходят серьезные идеи, ну, великолепно тогда. Это могут быть нетрадиционные, новаторские, такие опережающие свое время идеи, да? Да-да-да. Тогда да. Но если, знаешь, это только, как бы, знаешь, вот есть такие люди, которые, как сказать, молчи, за умного сойдешь. Вот они просто держат эту вот маску, да, определенный такой, и все думают, что он умен. По сути дела, он Мгм. больше кажется, чем есть, скажем так. Во-первых, он больше закомплексован, чем умен, будем так говорить, да? Да. 22-й аркан шут. Я же говорю, здесь вот, знаешь, грань между, как говорят, гениоты, да? Да. Или ты гений, или идиот. Вот у тебя как бы середины нет. И вообще вот очень интересно, да, ты можешь быть не принят социумом, у тебя может быть ни личной жизни, ничего так и не сложилось, чем похвастаться перед людьми. А вот идеи, да, реально, реально есть очень интересные, но вот я смотрю здесь на воплощение вообще как-то вроде по течению. Игривость. Ну что, тут такие энергии, знаешь, теоретика больше. Да, написал какой-то труд и в ящик стола убрал, Да, и всё. у меня тоже, Мир не увидел это. да, Мгм. у меня была вот это тоже, писать в стол. Мгм. Писать в стол они могут. Либо что-то в их голове там интересное происходит, но никто об этом даже не подозревает. Все скрыто от мира. Да, а ведь потенциал колоссальный. Да. Мгм. Давай-ка еще.
Здесь все-таки человек не от мира сего. Нет, что ты как ни крути. 9-й аркан. Если он в минусе, мучительно достаточно. Это все на уровне потенциала. Ай, как доказать, скажем, человек свою, ну вот, какую-то Точку зрения вот это. достойность, нет, вот достойность, вот чтобы кто-то признал его. Я смотрю, что для многих он остается, ну, болтуном, если он, конечно, болтает, либо, ну, либо просто Странный человек. странным, никчемным человеком. Проблема зеркала отношений. Закрывать глаза на промахи. Это вообще большая проблема для близких. Я думаю, закрывать и прощать, прощать этого человека нужно бесконечно. В отношениях, я смотрю, он, видишь, какой-то там. Ну вот у него только если есть какая-то история, вот что ему нравится, вот какая-то, знаешь, часть его, может быть, все-таки во что-то там играет внутри, в эмоциональной сфере. Но это что-то такое очень глубоко. Это что-то очень глубоко. Это из разряда каких-то фантазий, дар причастности. Не знаю. Мне больше идет, что он нуждается в том, чтобы его опекали. Какая-то в этом есть неприспособленность. В материальном мире, да, жить? Да, как-то ты знаешь. Вообще вот больше всего для семьи это действительно проблема. Вот как его выпустить в мир? Да. А ну-ка, давай посмотрим, что душа нарабатывает. Вот очень смутно я еще пока эту энергию чувствую. Такой урок, да, вот проходит душа, что ей в этом случае необходимо, да, какие качества приобрести. Да. Может быть, с этой стороны зайдем, и больше информация пойдет. Кана, видишь? Да, потенциал. Уста. Проявляться надо. Вот чего-чего, так это мы не любим. Передача информации. То есть тут даже учителем, да, человек может, он может передавать эту информацию. Да. А он не понимает, зачем. Он просто, понимаешь, как у него есть какая-то вот сломанная матрица внутри. Как будто бы он считает, ну я же для себя это понял. Я это знаю, я эту истину открыл. Зачем еще тратить время кому-то ее передавать? Пусть они сами ее найдут. Я же нашел эту истину. Не понимает он, зачем это нужно. Нет осознания единого целого, связи с единым целым. Угу. Но вот все-таки нужно осознать, что твоя-то миссия как раз-таки помогать по УРУС, посмотри. Что-то менять в этом мире, прикладывать усилия и отдавать вовне. Вот те знания, которые, видишь, по Альгиз человек получает, человек в потоке, человек в канал, все-таки он должен по УРУС быть, ну, таким прямо, ну, не знаю, ну, явно не холодная здесь энергия. Здесь что-то вот вкладываться в какое-то дело, какая-то осмысленная творческая деятельность. То есть, и самое интересное, что практическая польза и практический результат. Ну-ка, давай больше возьмем.
Да, пока она, понимаешь, потенциал должен перейти в практический результат. Продукт какой-то мир должен увидеть. Да, конечно. Причем, что интересно, тут идет наработка, посмотри, каких качеств. Не сдаваться, достигать, идти до конца. Ну, вообще то, что для него это вообще непонятно, а зачем. На преодоление надо. Да, вот идти на эти все баррикады, а зачем? Мгм. Суета, сует, суета. Да. Так, что необходимо осознать. Да. Ну вот, Мгм. делайте что-нибудь. Продукт создавайте, да? Даже вот Мгм. иерофант перевернутый, здесь вот ансус, уста, иерофант, то есть все-таки создайте что-то, чем могут воспользоваться другие люди. Причем, ты Да. знаешь, прекрасные из них действительно получатся писатели, я это чувствую. Мгм. Я даже здесь вот, я не чувствую, нет, может быть и учителя такие публичные, но учитывая их натуру, что они не очень лезут на глаза, Да, мне больше чувствуется работа за кадром. Но Мгм. все-таки это творческая работа, это серьезные проекты и практические дела. А вот, кстати, работа за кадром, да, их больше привлекает. Мне очень резонирует. Мгм. Они как бы видят, что и да, это делается, то есть Да, и как бы с моей помощью, то есть да, но все-таки делают результат есть в мире, да, но я как бы не как бы засвечиваюсь. нельзя. Вот видишь, звезда, Да. это работа за кадром. А вот, кстати, в команде, а команда-то понадобится, если ты за кадром. Все-таки. Конечно. Вот это интересный опыт. Так, 8 жезлов и 7 пентаклей. Да, опыт взаимодействия. Здесь такая идет накачка, передача кому-то импульса. Прекрасные здесь получатся какие-то, например, сценаристы, 20-й аркан суд тоже. Ну да, что-то по взаимодействию им придется делать. Какую работу они больше всего интересно, куда их тянет? Я все равно, учитывая, что они очень любят сосредоточенно что-то делать, я чувствую здесь много писательского труда. И Да, здесь именно пишет, мне тоже идет, пишет. пишут, пишут, пишут. Вот почему-то сценарии, либо книги. Труды вот какие-то идут. Да. Труды прям пишет. Мгм. Ну, вот смотри, изоляция. Мгм. А здесь все-таки они нарабатывают опыт. Ну-ка еще-ка. Так, исцеление. Сторонний. Но все-таки, видишь, за кадром работает, за кадром. И 4 император. Вот все-таки смотри, вот это вот, но это все-таки полумера, это уже какая-то... Или Они, вот исцеляют изоляцию свою, может быть, да? да, Наоборот. исцеляют полную изоляцию, и Да. как бы они уже вроде бы в теме, в деле, но все-таки я не чувствую, что действуют они. Да-да-да. Да. Но это мы рассматриваем коды пока третьей мерности. Это мы еще не пошли с тобой в 5-ю мерность. Там начнется сейчас самое интересное. Это пока 9-й аркан, так, для большинства, да? Да. Да, дар благословения. Вот у меня ощущение, что он кому-то дает, отдает, да? Мгм. Отдает. Дар приятный сюрприз. Вот дар.
Здесь он что-то такое, вот кто-то берет его продукт за основу, дар и юмор. Ну, ему приятно. Он, правда, я смотрю, что может, конечно, видеть искажения. Все-таки, когда вот сам делаешь от начала до конца, ну, это одна история. Но когда кто-то делает, но он учится принимать, что вот другой человек взял его материал, преломил через себя как-то, да? Привнес, и вот ему надо как-то легче к этому относиться, что в этом есть часть творческого труда другого человека. Да. И проявляет тоже себя. Вот такая интересная информация. Ну, давай тогда теперь брать повыше, возьмем энергетику. Тогда мы с тобой переходим к пятой мерности, высшее предназначение, потому что у нас, у многих девятка идет как высшее предназначение. Ну и даже у кого она не высшее предназначение, надо просто уловить вот эту высшую вибрацию, чтобы выйти из дуальности, да, потому что мы пока показали как бы две грани, да, дуальность. И тут, дай бог, справиться хотя бы с вот этой изоляцией, хотя бы за кадром, да, находясь, как-то принимать социум. Так, смотрим высшее предназначение, пятая мерность, Беркана. Вот это да. Ну тут энергия, видишь, какая. Это прямо как мать Тереза какая-то. Здесь, смотри, это здесь человек, который духовный лидер, и у которого вот, вокруг него прямо дети, да, то есть это души, которые воспринимают его как, видишь, он питает своей энергией, воля высших сил и Беркан. Представляешь, какая энергия? Они к нему относятся как, не знаю, к Деве Марии, да, как, с чем сравнить, да? Мать Тереза, Дева Мария, то есть какие-то такие архетипы, где он питает, да, вот как мать напитывает. Здесь ведь какой великолепный квантовый скачок. Здесь фактически полностью отдающая материнская энергия. Вот он отдает себя полностью, да? Если там он не отдавал, то здесь отдает. Да, здесь он напитывает все это собой. Заботится, питает, воспитывает, заботится. А раньше не понимал, зачем это все, да? Он полностью себя посвящает как раз другим. И в этом видит свое высшее предназначение, представляешь? Да, интересно. Благу, смотри, какая женская энергия открывается. И Наутис, жертвенная мать. Жертвенная мать. Она полностью посвящает себя, отдает служению. Служению, да, жертва ради высшей цели. Но это поразительный квантовый скачок. Да. То есть там вообще непонятно, зачем мне это надо. И очень много, обрати внимание, там было внутри столько огня, да, столько, иногда вот это переходило во внутренний конфликт, какая-то внутренняя агрессия, даже башня, вот крышечка вскипает, да, то есть какая-то ситуация непримиримая очень. А здесь какая, посмотри, какая отрешенность и полное принятие своей миссии, вот Наутис, вот в этой, такая скромность здесь. Какая-то святость. Здесь, правда, что осталось от отшельника, это, да, есть тоже погруженность в себя, и есть, ну вот тоже... Мирского нет, Иночка, извиняюсь, что перебиваю.
От мирского я не чувствую, а Материального, может быть, я как-то вот чувствую. от материального. Да, Я опять. не знаю, по Беркана я бы не сказала. Это такая материальная энергия. В нем какая-то гармония, смотри, духовного и материального, но очень мощная концентрация на служении. В этом смысле я не знаю, удается ли выстраивать тоже вот внутрисемейные, например, отношения, да, или его семья – это уже его как бы духовная родня, да, вот Мгм. интересно, хочется раскрыть глубже. Так, высшее предназначение по 9-му аркану. Но неожиданный контраст, я его ожидала. Тавтология, да? Интересно будет пересмотреть эту запись, потому что начинали с таких мощных огненных каких-то потоков. Ну смотри, королева чаш. Да. Сама милота. Слушай, так и здесь же раскрытая чувственность. Обрати внимание. Мгм. Да-да-да. Плагус. Мгм. Поразительно. То есть человек все-таки с третьей мерностью, он выходит в социум, он начинает взаимодействовать, ему, по идее, должно это потом понравиться, и он выходит в состояние наоборот. Вот Мгм. люди для меня это прямо все. Я люблю людей, я люблю мир. То есть я даже вот, знаешь, по наутис я не представляю себе, как это без людей, как это не отдавать, да? Как это? Мгм. А зачем, да, тогда все это? Огня-то посмотри, куда делся. Вот эта карма отработана, посмотри, Мгм. Да, изолированности, погруженности в себя, да. какие тяжелые энергии. И невозможность действовать в связи с тяжелыми какими-то эмоциональными. Ну, тут вообще такая самоизоляция действительно. Да-да-да. Еще какая-то. Ты знаешь, вот освоить важно действительно кармическую справедливость. И здесь же нужно принимать людей такими, какие они есть, со всеми их недостатками. Он просто очень как-то видел это все. Они для него были как обезьянки. Он за ними наблюдал. Они для него какие-то примитивные были. И вот сейчас он понимает этот рост, что чувственность, она же важна. Мгм. Он не отрицает эмоции. Какая эмпатия? Да. Женское начало мощное. Ну, вообще переворот сознания, честно говоря. Тут действительно человек понимает, что вот это все, что он прожил, когда ему казалось, что он все знает, все понял, Мгм. вдруг оказывается, что это только начало. Вот недаром говорят, девятка – это трансформационная, такой переход на новый уровень, да? Да. Здесь вот какое-то ощущение, человек, он в состоянии старца по отношению был к другим людям. Ему Мгм. казалось, что он мудрее, что он больше знает, он в каком-то смысле, ему было скучно с ними. И вдруг он, когда Мгм. начинает раскрывать эмоции,
он вдруг понимает, что это новая грань. Ему еще столько всего нужно прочувствовать, осознать, Мгм, мгм. что очень важно взаимодействовать. Ну, совершенно как-то он уже не презирает людей за то, что они, ну вот погрязают. Действительно, ведь люди погрязают в этих всех эмоциях, но у него достаточно сочувствия к ним. То есть очень важно, у кого 9-й аркан, отработать 8-й аркан, да? Вот эти программы ограничивающие снять, чтобы выйти в такой плюс по 9-му аркану. Да. Здесь даже вот если воспринимать 8 как все грани опыта, Угу. то в любом случае он открывает для себя новый чувственный опыт. Вот парадокс, смотри, в том, что мы считаем, что ментал, он выше астрального плана, да? Да. И он тоже так считал. Угу. А фактически он открывает для себя мир по-новому, потому что это не был отработанный астрал, понимаешь? Он как будто делает шаг назад, но фактически делает шаг вперед. Вот парадокс вот я здесь чувствую. Да, он как будто бы понимает, что он немножечко чего-то в этой жизни недоосознал. Он предпочел вернуться туда, где он что-то упустил, и перепрожить. Знаешь, вот как будто бы это надо еще раз перепрожить. Да, здесь есть Интересно. такое состояние вернуться и перепрожить на новом уровне. 5-й аркан. Да, переписать как-то что-то хочется, вернуться. Ему кажется, что важное что-то он упустил. Угу. Ну да, закономерно. С миром не постиг вот это единство, Да, он видимо. не постиг любовь. Он понимает, что нужно убирать вот эти вот мнимые конструкции. Есть мудрость, а есть как бы какая-то наукообразность и так далее. То есть нужна истинная мудрость. Вот то, от чего он отказывался, он начинает это постигать. Тут даже вот аркан маг Угу. сначала. Сначала. У меня какое-то ощущение, что он идет назад. Угу. Я не знаю, как это объяснить. Мы понимаем, что путь эволюции – это всегда вперед. Да. Но у меня какое-то ощущение, что 9 возвращает нас назад, чтобы неформально пройти какие-то уроки, а пропустить их через чувственный опыт. Это, знаешь, как не по книжкам учиться, а через сердце пропускать. Угу. Угу. Когда Да, да. почувствовать жизнь на вкус. Угу. У него какая-то жизнь была пунктиром. Знаешь, здесь есть такая история, есть такие вот старые души мудрые, дети такие есть. Они говорят прямо истины какие-то. Да-да-да-да. Взрослые люди им говорят: откуда ты это можешь знать? Мгм. Ну, а им Да, это и так понятно. То есть многие люди уже прожили столько лет и еще этого не поняли, а им это и так понятно. да. Но это он приходит к выводу, что не то же самое просто знать и так, Мгм. да, вот по 5-му аркану, да, просто Мгм. знать и так, быть мудрецом, да, Да-да-да. и реально пройти это на себе, пропустить это через свое сердце, да, через вот пройти через множество вот этих ситуаций и вынести свой личный опыт. Свою истину личную уже, а Да, не чью-то.
Это Мгм. совершенно не то, что просто и так знать, что такое Мгм. любовь и Да. подобные вещи. Со стороны, как говорится, вот он всегда был, как бы он смотрел за жизнью со стороны. Он, кстати, вот и когда пишет, я чувствую, что вот он пишет, он не свое пишет, не про себя, понимаешь? Да, не прожитое с собой. Да, оно мудрое, умное, но не про себя. Ты Да. представляешь? Мгм. А теперь он говорит, это мой опыт. Вот это все было со мной. Мгм. Да-да-да. Но я все равно здесь чувствую больше, как впустить, видишь, в свою жизнь программы, М. которые, возможно, достаточно несовершенны. Возможно, они вводят тебя в состояние временных каких-то деструктивных состояний, но в конечном Мгм. счете ты обретаешь через прощение, через вот это вот все, ты понимаешь, вот что такое искренняя любовь, забота, да, и так далее. Там были коды желания, чтобы обо мне позаботились. И там, кстати, семья очень заботится о таких людях. Да-да-да-да, он не приспособлен. А Мгм. вот здесь он сам начинает заботиться. М. Да, здесь вот, понимаешь, появляется вот эта беркана, умение позаботиться. Да, да, как заботливая мать. М. Мгм. Интересно очень. Ну, М. давай еще напоследок совет высших сил для тех, кто хочет Да, перевести. реализовать этот аркан в плюс, с чего начать, что необходимо осознать. Так неспешно, неторопливо этот ченнелинг идет. Какая-то девятка, она не быстрая, ты знаешь. Мгм. Да. Вот как интересно. Умение жертвовать собой ради высшей цели. Наработка, видишь, какого? То есть здесь вообще по Тейвас, да. Если ты берешься за 9-й аркан, тебе нужно засучить рукава. По наутис ты будешь очень серьезных, жестких испытаниях, Мгм. связанных с тем, что тебе нужно пробиться, понимаешь? Вот пробиться, вложиться, Мгм. открыться. Вообще Тейвас, открытая руна. Да. Отсидеться здесь не получится. И пройти нужно через, конечно, программу жертвы, потому что как-то найти вот в этой программе даже ресурс, что жертвы в каком-то смысле это не всегда плохо. Они нас много мучат, ты знаешь. Мгм. Тейвас, смелость, Райда. Ну, я тебе так скажу. Тут, конечно, кстати, вот Тейвас для меня понятно почему. Потому что здесь действительно нужно сначала пройти через блок и дойти все-таки к своей цели практической. Помнишь, они не могут эту энергию практически применить.
Да-да-да. Мгм. Нужно как бы вот этот потенциал быть достаточно смелым, храбрым, настойчивым, не выпускать из виду цель и идти до конца. Там энергия такая, она такая быстро успокаивающаяся, я бы так сказала. Это, знаешь, из тех анекдотов про докторов. Доктор, я жить буду, а смысл? Мгм. То есть, понимаешь, найди смысл в этой борьбе и иди до конца. Мгм. Просто здесь очень важно реализоваться практически, а причем проявиться. Потеева здесь марсианская, да, энергия такого Да. проявления. Надо как будто бы вот этот накопившийся огонь Мгм. вовне все-таки излить, пройти через блоки, сомнения, чтобы начать работать по 9 аркану. Смотрим. Да. Ну, посмотри. Да. Прекратить уже просто откладывать что-то на потом, что-то взвешивать, думать. Здесь надо делать. Здесь просто действия. Вот я смотрю по девятке, отработать как-то ментально не получится. У девятки и так ментальная энергия развита. Мгм. Оторвана от практической работы, понимаешь? Да. И ей нужно учиться, вот видишь, отдавать, взаимодействовать, выстраивать отношения, делать что-нибудь, брать на себя ответственность. В этом есть смысл. В общем, в пучину жизни, в пучину. Да. Двойка жезлов, колесо фортуны. А четверка пентаклей 2 раза. Карта жадины, да? Мгм. Вот интересно, смотри, перт. Да, верховная жрица. Я так понимаю, что все тайное нужно все-таки реализовать. Весь свой потенциал, все вот эти знания, все, что вот по четверке, вот у меня здесь есть чем поделиться, понимаешь? Все, что Есть, накоплено, да. конечно, накоплено и прямо даже очень много. Вот по колесу фортуны здесь даже какой-то уже застой, перебор по накапливанию знаний. То есть в него уже даже эти знания не помещаются. Мгм. И вот это вот состояние, представляешь, как бы я все знаю, а действие где? А где отдача, где выхлоп, где выброс? Не знаю, куда это все нести, понимаешь? Вот какая-то практическое, короче говоря, практическое применение накопленных знаний. Естественно, я уже не говорю об вот этих установках, которые необходимо убрать, тормозящих, переживанию, храбрость. Но через страхи придется пройти. Источник, щедрость. Ну, только вот пройдя через это все, переживательно достаточно. Вообще, вот колесо фортуны, надо его раскрывать. Но это в любом случае энергия перемен, энергия, которая, конечно же, не может оставить человека в спокойном состоянии. Да, это перемен. И тебе нужно быть сильным, чтобы пройти сквозь все трудности, соединиться с источником и реализоваться вот по аркану щедрость, отдавать в мир все знания.
Мгм. Какие-то здесь переживания вот эти вот по поводу, что я еще недостаточно научился чему-то, я еще мало знаю, может быть, да? Да-да-да. Такой самосаботаж. Вот что-то поисследовать, вот дайте мне еще поисследовать. Мгм. Это я до бесконечности. А вот чтобы практически... Так, что нужно отработать в первую очередь? Ну вот ловушка расслабления, ничего не делать. Тут рефлексируем. Так, дар единения. Ловушка слияния. Ну вот смотри, дар делиться дарами. Это однозначно отдавать. Да. Слияние. Ну, понятно, что здесь есть многолетний опыт, когда, мне кажется, семья поддерживала. Вот можно жить за счет ресурсов семьи вполне. Есть где жить, есть что кушать, зачем куда-то идти. Да? Да-да-да. Мгм. Но единомышленников надо искать. Вообще вот показать себя и найти единомышленников, с которыми ты можешь поделиться, да? Что-то им отдать. Конечно, здесь это все будет через раскрытие своего сердца. Да. Любви к миру, любви к людям. По ним вообще просто надо понять, что это необходимый эволюционный рост. В конечном счете он же перерождается вообще в такое, да, вот материнское дающее начало. Да-да. Какая-то надмирная мать. Ну вот такая пошла информация. Благодарю, очень срезонировало. Благодарю тебя за то, что ты создаешь такое поле, в котором мне идет информация. Но у меня все равно осталась какая-то недосказанность, и хочется какую-то вторую серию, честно говоря. Мгм. Но еще не созрели вопросы. Может быть, зрители, они зададут тон, и мы выйдем все-таки на что-то еще. А может быть, девятые врата, которые у нас на пороге, мы, проходя их, да, Да, что-то вот еще. что-то еще выведем на сознание, может быть, просто даже какие-то коды мы уже и получили, но не смогли их распаковать, озвучить. Такой вариант тоже возможен. Да, Ну возможно. что ж, по нашей готовности всегда идет информация. Пока вот на что мы были готовы, да, вот такая информация пошла. Ну, Благодарю. это уже очень много, план действий. Да, буду рада, если это кому-то поможет. Благодарю за внимание.